Получается, меня там травили одноклассники. Приходилось терпеть. У меня уже психика поехала, мне кажется. Они как минимум спросят, откуда у меня деньги. А ты ничего не сможешь. Я так больше не могу. Друзья, всем привет! В сегодняшнем выпуске мы хотим затронуть тему школьного буллинга и отношения подростков с родителями. Многие из нас видели, как в школе детей обижали, не уважали, травили или всячески принижали. Для кого-то это время позади. Они забыли и пережили все эти страшные моменты. А кто-то до сих пор помнит о тех днях. А как сильно откладывается в нашей памяти трудное детство и недопонимание родителей и детей. И все это не дает людям нормально жить, двигаться дальше и достигать своих целей. И именно об этом наша сегодняшняя история. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой инстаграм, я вам там всем буду рад. Прямо сейчас мы начинаем. Мы приехали до Насти, сейчас ее ждем, она выйдет. Будем сейчас где-то на улице общаться, у нас сегодня тепло, минус 5 градусов. С ней познакомимся и будем думать вместе с вами, чем ей можно будет помочь. Пока мы ждем Настю, мы увидели, что здесь вот есть дом, и в нем есть прям кормушки для птиц. И очень много соседей делают себе на балконы и вот таким образом кормят животных. Я такого никогда не видел раньше. Привет! Меня Игорь зовут. Меня зовут Настя. Приятно познакомиться. Спасибо, что подошла. Настя нас привезла в такой небольшой парк. Ну, по крайней мере, здесь тихо, спокойно. Тут грязно. Ну, ничего страшного, мы сейчас как-нибудь сядем. Даже мангал есть. Ничего себе, тут готовят шашлыки. Как бы мне сейчас не упасть. Да, мы думали, что это мангал, а это оказалась какая-то тумбочка. Вот как мы удобно сели. Настя, расскажи, пожалуйста, о себе. Где ты учишься и чем занимаешься? Мне 16 лет. Я учусь в 10 классе в вечерней школе. Я занимаюсь творчеством. У меня есть своя арт-группа. Я там иногда выкладываю рисунки, когда мне особо так не лень. Учусь я хорошо. Стала учиться в вечерней школе, получается. Ты закончила 9 классов средней школы. Угу. Хочу закончить 11 классов. Желательно на балл 4,5, чтобы попробовать прорваться на бюджет. К ЕГЭ нас готовят. У нас замечательные учителя, на самом деле. Училась в прошлой школе. Ты почему отставала? Учителя ко мне относились довольно плохо, потому что у них сложилось обо мне мнение. Есть Настя. Она плохая, потому что она общается с одноклассниками, которые не нравятся учителям тоже. И теперь она автоматически тоже стала плохой. То есть ты общалась с двойщиками, соответственно, значит, и ты такая же. Да. Получается, меня там травили одноклассники. Ты страшная, ты жирная, ты вообще что тут делаешь? Ты ненормальная, ты сумасшедшая, ты ку-ку, так сказать, ты ненормальная. Это в каком классе было? С 5 по 9. И это постоянно продолжалось? Да. Конечно, очень грустно. Приходилось терпеть. Бабушка говорила: терпи, дотерпишься до поры до времени. Потом решится школу проблема. закончишь, и это все прекратится. Да. В итоге меня отправили в вечернюю школу. И там мне стало, не сильно лучше, но лучше. Отношение одноклассников ко мне не особо таки изменилось. Общаюсь я сейчас только с одной девочкой из класса. Ее тоже зовут Настя, мы с ней сидим за одной партой. Почему ты не осталась в обычной школе доучиться 10-11 класс? У меня уже просто нервов не хватало. У меня уже психика поехала, мне кажется, все, так сказать, звоночек уже был. Просто я поняла, что меня уже достала эта травля. Мне уже просто едет кукуха от этого. Мне плохо из-за этого. Я не могу с этим никак справиться. Как-то я подошла к своей директрисе, когда я хотела пойти в 10 класс. Она мне сказала: Настя, тебе ничего не светит. И есть отличники в школе, и у них есть с 1 класса цель. Они этой цели добиваются и все-таки ее достигают. А ты ничего не сможешь. Лучше тебе поступить или в какой-нибудь колледж, или в вечернюю школу, потому что в нашей школе ты ЕГЭ не сдашь. Ты не добьешься того, что добилась наша, например, Лера, наша отличница. В пример кого-то ставят. Да. Ты училась плохо, потому что тебе было сложно и было неинтересно? Или по какой причине ты плохо училась? Обе причины. Потому что у нас учитель, например, той же математики была такой токсичной. Она ставила всем 2 всему классу, и они не могли просто ничего сделать. Они не могли никому пожаловаться. У меня была за четверть 2. Я ходила в туалет школьный, я бежала туда и плакала. Тот, кто учился нормально, это, так сказать, любимчики в классе. И есть те,
ученики которых ненавидят. И я была как бы во втором списке. Привет! Все, добралась Да. нормально? Еле добралась. Приехали к Надежде. Сейчас просто у нее в офисе идет ремонт, она там делает, и она нас приняла у себя дома. В такой атмосфере мы будем сидеть, здесь чай, кружечки. Сейчас будем общаться. Все удобно, комфортно. Да? Да. Классно. Мы-то, в принципе, для нас картина вся ясна. Вот, я думаю, просто Настя нам как раз и написала с целью, что вот есть некоторые сложности там и с родителями, и со сверстниками. И как раз вот я спросил, говорю, Настя, чем мы тебе можем помочь? Она говорит, вот как минимум, ну, поговорить вот с таким опытным человеком. Я думаю, Настя, ну, есть что рассказать, есть чем поделиться. Какой запрос есть, Настя? У меня проблемы с родителями. Задачи? У меня проблемы в школе. И по поводу того, вообще, что я хочу в дальнейшем изменить в своей жизни. Как у тебя с готовностью? Вот из 100%, сколько в тебе сегодня есть готовности что-то менять? 90-95. Но есть какая-то капля неуверенности в том, что что-то не получится. Ну, 95% уже решенные проблемы. Это в принципе, много, да, это много достаточно, это классно. Ну, окей. Мы водички попьем и пойдем. Попейте. С 8, получается, лет до 11 мать меня избивала каждый день, каждый вечер. Она била меня руками, ремнем, полотенцем, чем только под руку попадется. Один раз я пришла домой, мама меня не кормила почти. А продукты, которые мне бабушка привозила, она выкидывала. И одежду она выкидывала тоже. То есть у моей мамы шизофрения, и она лежала в психушке 3 раза, и ей не смогли помочь. А таблетки она принимать отказывается. Я пришла домой, я хотела кушать, я была голодная. Мама ставит передо мной тарелку гречки. Я начинаю кушать, и мама начинает на меня снова орать и бить меня. Потом она берет эту тарелку, переворачивает мне на голову и говорит: ну, сиди, жри. Дедушка, который живет с моей мамой сейчас, это ее отец. Он даже не соизволил никак помочь, не обратился в полицию, то, что меня мама бьет, не кормит совсем. Ему все равно. Она на меня начала снова орать и бить меня и сказала: я так больше не могу. Сейчас ты собираешься со мной? Идем с тобой в лес. Я беру веревку, вешаю тебя, потом повешаюсь сама. И в тот вечер я тогда так громко плакала от этого. От боли, от всей этой, от душевной, от физической. Я плакала, и это услышали соседи из соседней квартиры. И они сказали моей матери: что ты орешь, иди положи ребенка спать и успокойся. Она меня положила спать с горем пополам, и на следующий день меня забрала бабушка. Тебе тогда сколько было? 11. И меня в октябре 2015 года забрали жить сюда. Ладно, друзья, сейчас Настя успокоится, и мы продолжим. Надежда нам уже написала, и мы заходим. Ну что, с пользой прошло? Мне стало немного легче. Понравилось? Да. Ну здорово, я рад. Эмоционально, да? Да. Ну, наверное, много всего накопилось, проблем, трудностей. Ну вот, Настя сейчас и расскажет, наверное, сама. Да. Ну, как бы... Только без слез. Давай, собирайся. Я это не контролирую. По всей видимости. Ну, сложно, то, что еще Сложно, не на успела самом ты деле, восстановиться, да, прийти в себя, поэтому не переживай, все нормально будет. Мы же всегда понимаем, что очень много зависит от нас самих. Да? То есть мы нередко через состояние, через позицию свою. Либо я лидер, либо я жертва. Ну, разные позиции, да. Мы как бы хотим, чтобы от обстоятельств что-то зависело. Люди стали добрее, мир лучше, там, ну, вообще как-то что-то изменилось. А так не бывает. То есть пока ты не начал изменения внутри себя. Я всегда это говорю, да, всем подросткам, мы ищем ответы снаружи, а ответы внутри. Ну, по-другому не бывает, все, ответы внутри. Да, я думаю, надо все равно, то есть, ну, одного раза это 100% мало, да, Настя?
надо еще походить. Ну, я бы, да, какой-то, наверное, там вам Походишь еще? предложила, чтобы как-то можно было в какую-то сторону. Да, чтобы прийти к какому-то результату. То есть сейчас, я думаю, вы выяснили, да, какие-то вот, ну, точки роста. Так же мы, наверное, можем называть. Вот, и все, и надо будет это дальше развивать. Ну, сегодня мне как минимум стало немного легче. Я выплакала, конечно, много слез, но Все, надеюсь. нет. Нет, минутку, мы же оставили еще. Чуть-чуть оставили, да? На следующий да, раз. Да. Да, плакать надо переставать, Настя. Я так понимаю, сейчас сложно тебе говорить. О, под цвет шарфика ее с курткой. Ой, шарфика с шапкой. Сюда можно писать благодарности тебе за день, какие-то свои мысли, рассуждения. А здесь ставить задачи и писать, допустим, выполнено, не выполнено. Вот что еще нашел. Смотрите, есть вот такой ежедневник единорога. Но так как мы хотим, чтобы Настя становилась самостоятельной, брала на себя ответственность и вот переставала быть ребенком, будем какими-то таким вещам ее обучать. И сейчас чуть позже вы еще узнаете, что я хочу сказать Насте, какой дать ей задание. И сейчас я хотел бы обратиться ко взрослым и школьникам. Взрослые, пожалуйста, если у вас есть дети, проведите, пожалуйста, с ними беседу. Спросите у них, сталкивались ли дети их вот с буллингом в школе. Может быть, сами видели, как обижают других детей. Поговорите с ними на эту тему. А наших зрителей, школьников, я хотел бы попросить, чтобы вы поддерживали и защищали таких детей. А еще, друзья, хочу вам напомнить, что мы делаем свой мерч с символикой нашего канала. На нашем сайте есть большой ассортимент товаров, а доставка осуществляется по всему миру. Ссылку я оставлю в описании, и после просмотра этого ролика не забудьте заглянуть в наш магазин. Так, ну все, мы прогулялись немножко. Настя успокоилась? Да. Давай, знаешь, лучше о чем поговорим. Расскажи, чем бы ты хотела заниматься, что тебе нравится? Рисование, дизайнер, как бы хочу быть дизайнером или архитектором, мне очень нравятся эти профессии. Я хочу пойти на работу, но мне 16 лет, и вряд ли меня куда возьмут на работу. Я хотела бы пойти в общепит официантом, потому что там хорошо платят, и опять сломался стул. Все, я уже окончательно упал. У нас, правда, есть стулья в машине, но что-то мы их не взяли. Ладно, мне интересно дальше. Вот сюда сяду. Я бы хотела накопить на ремонт комнаты. Эта комната находится в квартире, где живет моя мама. У нас там трешка. Одна комната моя, одна материна, одна отца, мамы. Так ты хочешь жить с мамой? Я хочу жить одна. Эта комната отделена от матери, и я хочу жить там одна. Ну, кухня-то общая, санузлы общие. Я знаю, но а чем это, по идее, помешает? Не знаю. Но вы с мамой же все равно будете пересекаться. Пересекаться, но не общаться. Я с ней общаться не хочу. Как ты будешь жить в комнате, в квартире, в которой вот находятся люди, которые, во-первых, тебе неприятны, и, ну, с которыми находиться, в принципе, опасно. Моя мама, не знаю, я ее сейчас не особо боюсь уже, как раньше. Ты же сейчас живешь получается, У бабушки в однушке. Мне негде закрыться, мне негде... Нет своего личного пространства. У меня никогда его не было. Я спала даже с матерью до 11 лет. Прям сейчас можешь пойти в эту квартиру и вот там, допустим, заночевать? Или Да, жить там? да. И мама не будет против твоя? Ты с мамой когда последний раз виделась? 27 июля 2020 года, на ее день рождения. Я поздравила ее, посидела с ней чуть-чуть и поехала домой. Отношения с бабушкой у тебя хорошие? Я не скажу, что хорошие, я не скажу, что плохие, что-то среднее. Мама, вот ты говоришь, у нее шизофрения, у нее прям, она вообще не в этом мире живет, либо у нее бывает, то есть она когда нормально, когда ненормально. Опять же, не то, потому что она мне как-то говорила то, что она видела на балконе тень человека, она видит всякие потусторонние штуки. Ну, у нее бывает адекватное состояние, Да. либо вот всегда вот так вот? Да, бывает. То есть это перепадами как-то идет? Перепадами, но очень дикими, так сказать. Она может наброситься на человека, мне кажется, если у нее прям агрессия прям стукнет. Пока моя мама лежала в психбольнице, бабушка, до того, как заболеть раком, она сделала там ремонт. Хороший ремонт, она взяла кредит на него. Подожди, можно перебью по поводу бабушки, что она у тебя болеет раком? Это вообще, это у нее лечится, это возможно вылечить, либо вот у нее... Я в эти подробности вообще как-то не вникала, потому что мне это больно осознавать, то, что мой любимый человек болеет, и я не могу ничем помочь.
Ее лечили в 18 году, она в больнице лежала, ей операцию делали на желудок. Холодно, замерзла. Ногам холодно. Пойдем тогда. Так, на этом, я думаю, все. У нас сейчас уже вечереет, уже достаточно прохладно становится. И чтобы Настя там, не дай бог, и мы не заболели, мы будем закругляться. И, наверное, завтра или на днях мы продолжим, либо там уже в следующем выпуске. Когда ты это все рассказываешь, и легче становится. Да, я высказалась, мне стало Да, намного что ты легче. высказалась. Знаешь, что еще может быть? Что бабушка, все равно, я думаю, ты с ними не откровенничаешь. Если даже до них дойдет это видео, что они, может быть, узнают твой внутренний мир и как-то будут к тебе, может, по-другому относиться. Мне кажется, они меня не поймут, потому что они люди другого поколения. Как бы они намного старше, чем я, и у них точка зрения абсолютно своя. Ты очень много пережила именно таких неприятных моментов, о которых не хочется вспоминать. Не каждый сможет адекватно из этого выйти там и не получив какие-то серьезные травмы. Понятное дело, наверное, у тебя тоже есть какие-то там обиды, да, на маму, на прошлое. На маму, да, есть. Вот, но самое главное, что ты с этим борешься. Что Я это обида, боль, она тебя не поглощает. Мы сейчас приехали до магазина, Настя. Я хочу, чтобы ты сейчас такую небольшую благодарность тебе за то, что ты проявила силу, рассказала, я думаю, Надежде очень многое. И я понимаю, что вот ты говорила, что у вас бабушка с дедушкой не хватает денег на существование. Бери в магазине все, что хочешь, шоколадки, сладости, может что-то для бабушки с дедушкой что-нибудь возьмешь. Я думаю, ты когда это привезешь, я думаю, они очень удивятся. Они как минимум спросят, откуда у меня деньги на это все. Мы никогда не покупаем ананасы. Давай ананас. Правда? Конечно. Бери. Прям никогда не пробовала? Я его ела очень давно, и мы его в квартиру никогда себе не покупали. Она любит хурму, я ее одна Давай люблю. бабушке хурму возьмем. Такую не твердую и не сильно мягкую. Что я ничего не хочу. Ты ничего не хочешь? Почему? Не хочется. Но ты вот из этого что-то для себя взяла вообще? Только сок. Только сок? Да. А остальное все бабушка и дедушка. Может быть, что-то ты ходила по магазинам, на это смотрела и никогда себе не покупала. Мне на самом деле очень нравится скромность Насти. Вот, что она не наглеет, как некоторые, может быть, могли бы это делать. Молодец. Я думаю, сейчас еще с Надеждой они поработают, будет вообще здорово. Настя, а ты скажешь, откуда продукты? Я ничего не скажу. Сказать там, бабуля, дедуля, это вам. А может быть, ты скажешь, что это от там одних ребят, типа они волонтеры. И может быть после этого, может быть мы с ними познакомимся. Давай подумаем, как правильно сказать, чтобы не отпугнуть. А ты хоть раз приносила вот так сама продукты? Я на свои деньги, помню, бабушке подарок впервые купила в январе. А заработала ты как? Фриланс. Я рисую на заказ иногда. Ага. Небольшой букетик на 150 рублей, совсем маленький, на что хватило. Угу. По-моему, 2 шоколадки, одну горькую, она точно любит горький шоколад, и одну с изюмом, Альпенгольд. Они по акции были, только никому не говори. Настя, ну что, наши 2 дня таких небольших подошли к концу. Продолжай ходить к Надежде. Занимайтесь. Я верю, что за думаю, короткий срок, плюс ты сейчас, я думаю, вы много о чем поговорили, и я думаю, ты сейчас все равно, у тебя какой-то процесс уже пойдет изменений твоих внутренних, 100%. И сейчас вы еще где-то что-то разберете и закрепитесь. Могу я тебе дать 2 задания? Да, конечно. Смотри, я взял вот такой вот ежедневник, это тебе. Я тебя хочу попросить, чтобы в этом ежедневнике, там прям по датам все есть, чтобы с сегодняшнего дня ты начала писать свои мысли, благодарности за день, чему ты благодарна. Вот сходила к Надежде, то, что она с тобой побеседовала, да, то есть какие-то такие вещи, фиксировать все, и ты сама уже через месяц, прочитав вот сегодняшний день, ты можешь видеть прогресс, да, изменения. А потом можешь писать еще туда же какие-то маленькие задачи, допустим, ты утром проснулся, написать, помыть посуду, например, да, почитать книжку 10 страниц, там, нарисовать своего героя какого-то, и просто это отмечать. Неважно, это может быть элементарно. Ты будешь видеть, что твой день не просто так прошел, мимолетно, а ты будешь видеть в каждом дне какой-то прогресс.
Это первое. И второе, ты хочешь работать официантом. И я хочу тебя попросить, чтобы в этом блокноте, я тебе сейчас положу деньги на телефон, чтобы у тебя интернет был. Заходишь на сайты Зарплата.ру и другие. Есть, Работа.ру. Да. Находишь вакансии официанта и прям берешь, обзваниваешь, говоришь, я такая-то, мне столько-то лет, могу ли я к вам прийти на собеседование? Вот, если тебе отказывают, ничего страшного, пишешь в блокноте первое, такая-то фирма, отказ, либо там собеседование на такое-то число. Если тебе все откажут, ничего страшного, это опыт. По крайней мере, ты поймешь, что такое общение с работодателем, с будущим. И прям вот каждый берешь, записываешь, фиксируешь, какой ответ. В следующей нашей встрече я хочу посмотреть, кого ты обзвонила и какие результаты у тебя. Хорошо. Не бойся отказа, это самое главное, потому что в нашей жизни, я не помню, кто-то из великих предпринимателей, открывателей, он, чтобы получить одобрение, получил несколько тысяч отказов. Я вот не помню, может быть, наши друзья напишут. Вот, поэтому не бойся этого, и с тобой увидимся, еще пообщаемся, покажешь, что у тебя получилось. Хорошо. Договорились? Да. Все, я в тебя верю, Я Настя. тебе обещаю, что я все сделаю. Все, Спасибо большое. Пожалуйста. Пока. Давай. Давай, до встречи. Друзья, я думаю, в случае Насти и вообще, в принципе, нам хотелось бы больше не все на блюдечке преподносить нашим героям, а хочется, чтобы они сами приходили к своему успеху, достигали своих целей, а мы были вот в каких-то случаях просто наставниками. Конечно, есть сложные случаи, допустим, там, не знаю, бабушки, которые не работают, у них нет возможности, да, себе что-то приобрести, либо как-то серьезно там улучшить свою жизнь, там, жизненные условия. А когда это идет подростки, либо вот взрослые люди, которые могут работать, у которых нет никаких проблем, отклонений, с такими нам хотелось бы давать удочку и где-то, может быть, сопровождать. Да, мы могли бы найти работу Насте, устроить ее официантом, но мы хотим, чтобы Настя сначала сама попробовала быть самостоятельной. Вот к чему я клоню. Спасибо большое, что вы с нами, спасибо за вашу поддержку. Напишите, может быть, какие-то советы Насте, мне какие-то идеи, что еще, вот как можно улучшить самочувствие, не знаю, жизнь Насти. Мне будет очень интересно почитать ваши комментарии. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на наши с Ваней инстаграмы. Мы вас там всех ждем, всем рады. Увидимся с вами через неделю. Всем пока.